Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой. И сегодня я хотела бы вам предложить связать вот такой жилетик. Очень милый, интересный и вполне под силу начинающим вязальщицам. Смотрите, мои хорошие, здесь у нас по центру жилетика идут две косички, не очень сложно вяжутся. Сегодня в мастер-классе я нарисую схему этой косы. Мы с вами свяжем образец, вплоть до того, как вот нам перейти здесь от большого узора к меньшему. Вот видите, да, он уже эти косички. Вот так вот они у нас уменьшаются немножечко в ширину. Так, будет, как всегда, описание. Естественно, сейчас мы начнем с выбора пряжи и спиц. Итак, я вам показываю пряжу, которую я выбрала для данной модели. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этой жилеточки я выбрала пряжу Alize Lana Gold Classic. Это полушерстяная пряжа, 49% шерсти, 51% акрила. Вот. И 100 грамм у нас 240 метров. Я вяжу спицами 4, но вполне можно и 4,5 вязать, девочки. Хорошо будет смотреться. Так. Ну и сам узор, обычная косичка, схема все есть. Лицевая гладь у нас будет справа и слева. И по центру жилета, как вы видели, косичка. Вот здесь я показываю, девочки, переход у выреза горловины. V-образный у нас вырез. И, в общем, будет вот такой переходик на более мелкую косичку от такой крупненькой, да. И я показываю, как это сделать в своем мастер-классе. Поэтому, мои хорошие, в принципе, описание, схема, все есть. Показываю вам самый сложный элемент, момент вязания. А так все очень легко и просто, как обычно, в принципе. Ну, давайте начнем со схемы. Схемочка у нас выглядит вот таким вот образом. Смотрите, мои хорошие, у нас раппорт узора будет составлять основного коса на 9 петлях, будет вязаться в ширину и 10 рядов в высоту. Так, здесь у меня 2 раппорта широкой косы, и далее у меня на 6 петлях идет косица малая. И как сделать переход, я вам показываю в сегодняшнем мастер-классе, да, то есть вот этот вот V-образный вырез, и здесь у нас будут убавочки, и мы переходим к косе номер 2 на 6 петельках, скажем так. Вот. И этот момент я как раз освещаю в сегодняшнем видео мастер-классе. Что еще? Давайте выкройку. Конечно же, у нас есть выкройка. С выкройкой мы тоже сегодня работаем. И я попетельно, как обычно, объясняю вам, как у нас... Так, это вот так пусть будет. Так, и я попетельно вам буду объяснять, почему мы набираем столько петелек, да, как сделать скос горловины, как распределить здесь убавки, да, как, ну, в общем, все как обычно попетельно и, как всегда, описание под видео. Так, здесь же, в этой выкройке, я освещаю только первый размер, вот этот 26, то есть получается 52 сантиметра будет ширина. У меня это 48-50, девочки, идет размерчик здесь, даже ближе к 48, да. Но вы очень легко по моему объяснению сможете свой размер, любую ширину задаете, какая вам нравится, которую вы хотите, видите, жилетик, да. Вот.
Также по выкройке вы корректируете высоту, то есть длину изделия, да, это зависит от вашего роста, обязательно на этом акцентирую внимание, да. По аналогии расчета, который я вам сегодня привожу, вот для этого размера 52 сантиметра ширина переда и спинки, вы сможете сконструировать описание на свой размер, на свой любой размер. Так. Ну, собственно, давайте с вами сейчас я покажу вам коротко описание, как оно выглядит. Ой. Размер российский 48-50, пряжа, как всегда. Знаете, расход очень приблизительный. Знаете, от 350 до 450, ну, скорее 450, девочки. Сама я, как вы понимаете, этот жилет не вязала, поэтому все ориентировочно. Плотность вязания будем мы сегодня с вами, конечно же, определять. И на основании этих расчетов плотности будем составлять описание вязания. Все после того, как свяжем образец. Смотрите конец видео, там все будет подробнейшим образом рассказано. Все моменты освещаю, стараюсь, хоть, может быть, кому-то покажется это длинное объяснение, но зато очень понятное, кому непонятно, посмотрите раз, посмотрите два, и все вам, может быть, будет понятно. Я очень на это надеюсь. Так вот оно выглядит у нас. Я его пролистала, да. Не буду я на нем акцентировать внимание. Все это вы сами почитаете под видео. Давайте начнем вязать образец. Итак, для вязания образца я набрала 34 петли. Сейчас объясню. Эта схема не соответствует немножечко тому, что я буду сейчас вам показывать. Поэтому на нее не обращайте внимания, девочки. Я вам показываю попетельно. Смотрите, раппорт узора в ширину 9 петель. Вот. И я набирать буду 34 петли для образца. Вернее, я уже это все набрала и связала. Видите, у меня здесь несколько раппортов уже связано. Вот так будет выглядеть образец. Смотрите, значит, идет первая кромочная. Итак, мои хорошие, советую вам начать с вспомогательного ряда. Как это сделала я? Я просто распределила петли в первых двух рядах. И выглядело это следующим образом. Смотрите. Вспомогательный ряд. Первая кромочная, 4 лицевые, 2 изнаночные, 9 лицевых, 2 изнаночные, 9 лицевых, 2 изнаночные, 4 лицевых, кромочная. И выглядит это в образце вот таким образом. Вяжите первый ряд, второй ряд вяжете, как смотрят петли. Это будут 2 вспомогательных ряда. И сейчас я вам буду показывать первый ряд вязания узора уже. Первый ряд нашего будет образца. Вяжем 4 лицевые, 2 изнаночные. Сейчас вам понадобится дополнительная спица. Те, кто привык вязать косички с помощью дополнительной спицы, я могу вам показать, как вяжу косички я без дополнительной спицы. Там тоже своя техника. Смотрите, мои хорошие. 6 петель мы будем перекрещивать с вами направо. Значит, все эти 6 петель я переснимаю на правую спицу. Направо. То есть у меня первые 3 идут за работой, следующие 3 будут перед работой. И смотрите, кончиком левой спицы я завожу, вот поддеваю 3-ю, 2-ю, 1-ю. Видите? Вот сейчас у меня вот такой перекрест организовался. Теперь я высвобождаю аккуратно, придерживаю вот этим пальцем левой руки. Я придерживаю наше полотно и аккуратно высвобождаю вот эти петли. Видите? Они у меня перед работой, я говорила. И очень также аккуратно я их возвращаю вот сюда на нашу левую спицу. Все. И теперь я вяжу 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я думаю, что стоит потренироваться, потому что косы, всякие переплетения очень часто используются в узорах. И если вы не умеете вот такие вот косички простые переплетать,
очень бывает неудобно пользоваться дополнительной спицей. Ну, хотя я знаю мастериц, которые виртуозно пользуются дополнительной спицей, я бы так назвала. Поэтому, наверное, кто как к чему привык, не буду тут я никому ничего советовать. Далее вяжем 3 лицевые. Связали первую косичку, дальше вяжем 2 изнаночные между косичками, и снова вторая косичка, мы повторяем то же самое действие. Значит, 6 петель я переснимаю на правую спицу, завожу кончик. Первые 3 у меня за работой, высвободила следующие 3 петли, вот они у меня перед работой, пошли направо, видите, перекрещиваю направо, возвратила их на левую спицу и все петельки провязала лицевыми, все 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, отлично. Дальше вяжем снова 3 лицевые. Вот такой вот весь простой узорчик. Дальше вяжем 2 изнаночные и 4 лицевые. Наша лицевая гладь будет по бокам. Она у нас используется в жилете, вы видели, в огромном количестве. Так, дальше все изнаночные петельки мы будем, все изнаночные ряды мы будем вязать, как смотрят петли. Третий ряд вяжем. Третий ряд у нас. Значит, 4 лицевые. Дальше идут 2 изнаночные, 9 лицевых, 2 изнаночные, снова 9 лицевых, 2 изнаночные и 4 лицевые. Кромочно вяжем изнаночные. Связали. Так, следующее. Изнаночный ряд вяжем, как смотрят петли. И обращаю ваше внимание, что 5 и 6 ряд мы будем вязать точно так же, как вы сейчас вязали 3 ряд. Итак, у нас с вами 7 ряд, девочки. Вяжем следующим образом. Первые 4 лицевые, далее 2 изнаночные, далее 3 лицевые. И сейчас будем перекрещивать с вами 6 лицевых петель налево. Я снимаю 6 петель на правую спицу. Первые 3 петли у меня перед работой. Вот так у меня перекрещиваются, видите? Вот. Дальше сняла, да? Дальше аккуратно высвобождаю за работой вот эти 3 петли, да? И мне их надо аккуратно вот сюда на левую спицу вернуть. Вот у меня как сейчас выглядит. Вот сюда я их аккуратно возвращаю. Можете пользоваться дополнительной спицей опять-таки. И вяжем как 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше вяжем 2 изнаночные. То же самое делаем со второй косой. 3 лицевые, 6 петель перекрещиваем налево, вяжем 6 лицевых, 2 изнаночные и 4 лицевые. Кромочную вяжем изнаночную. Так. Следующее, значит, у нас идет с вами 8 ряд. Вяжем, как смотрят петли. Вяжем 8 ряд, как смотрят петли.
У нас с вами 9 ряд. Вяжем 4 лицевые, 2 изнаночные, 9 лицевых, 2 изнаночные, снова 9 лицевых, 2 изнаночные, 4 лицевые, кромочную вяжем изнаночной. 10 ряд вяжем, как смотрят петли, и 11, 12 ряды равны, будут также вязаться, как 9 и 10. Делаем влажно-тепловую обработку. Ни в коем случае косы мы никогда не отутюживаем. Мы горячим паром размягчаем наш образец. И теперь мы его растягиваем. Очень хорошо он тянется. Наши косы тянутся. Так, отлично они растянулись. Так. Вот такие красивые стали краешки. Мы сейчас получше отпарим. Краешки у нас всегда любят загинаться, закручиваться. Итак, пусть сохнет наша красота. Теперь наша задача измерить ширину нашего образца, высохшего, расправленного, красивого. Так, у нас будет средняя ширина, то есть мы будем все полотно, вот оно у нас как состоит из узоров с косами, здесь у нас лицевая гладь, изнаночная, да, петельки присутствуют. Вот мы будем среднюю плотность считать. Конечно, коса это не есть лицевая, но вот так получится. Девочки, получается у нас 20 сантиметров, как тут ни крути. 34 петли, которые мы набирали для образца, мы поделим на 20 сантиметров и получим вот такая плотность 1,7. Записываем. Вот сюда записываем. А в 1 сантиметре 1,7 петель. Так. Теперь вертикальная плотность меня интересует. Итак, вертикальная плотность мы измеряем нашу ширину. Так, ширину измерили. Высоту измеряем. Так, высота 13 сантиметров. 13 везде. И у меня здесь 28 рядов. 28 рядов поделить на 13. 2 целых, ну, напишем все-таки 15 сотых. Записываем. В 1 сантиметре 2,15 ряда умещается. Вот эти две цифры позволят нам с вами сделать хороший полноценный расчет на любой размер. Как это сделать, смотрите дальше. Так, мои хорошие, я хотела бы вас ознакомить с схемой, которую я тут нарисовала. Схема у нас идет наш раппорт, который мы с вами связали. Значит, вот видите, раппорт заканчивается 12 рядом. Ну, тут я повторно нарисовала. И как у нас будет переход выглядеть, да, от на вырезе горловины. У нас вырез горловины V-образный. Вот так выглядит выкройка. Я нашла по аналогии, немножко ее изменила вот здесь. Я сделала горловину пошире. Вот была 9,5, я сделала ее 10,5. Соответственно, уменьшилось плечо. Было 11, стало 10. Мы будем рассматривать с вами 48-50 размерчик. Без проблем вы можете поставить свою любую мерку, потому что я вам сейчас расскажу, как сделать пересчет по мерке. Да? Значит, смотрите, мои хорошие.
У нас 26, это получается 52 сантиметра. 52 сантиметра, это у нас ширина спинки. Мы умножаем на нашу плотность, которую мы с вами, помните, получили 1,7. И получается у нас 88 петель. Нужно набрать 88 петель. Их необходимо красиво распределить. Я вам уже показывала. Это у нас будет, вот это вот у нас будет с вами распределение центра. То есть вот эти неизменные петли, сердцевину, которую мы с вами вязали, я вам сейчас скажу. У нас 18 и 6. 18 плюс 6. 24 петли, которые будут участвовать в центре. Остальное необходимо симметрично расположить. То есть мы из 88 наших петель, которые надо набрать, отнимем 24. И получим 64 петли, которые поделим симметрично на 2, по 32 петли. То есть выглядит наш узор будет схематично таким образом. Значит, вот эти, значит, по центру идут 2 изнаночные, с двух сторон косы по 9 петель. Дальше идут опять 2 изнаночные. И справа 32 лицевые, слева 32 лицевые. Это с учетом уже кромочных. Я посчитала, вот такой вам расклад сделала попетельный. То же самое я буду писать в своем описании под видео, которое выложу. Так, на любой размер можно таким же образом распорядиться. Вот лицевые здесь, девочки, убавляйте, если поменьше нужен размер. Также на плотность умножаете и проделывайте те же самые вычисления, только что проделанные мною. Теперь, что касается, как нам с вами перейти к вырезу горловины. Значит, будет у нас также идти этот узор, только у нас будет участвовать не 9 петель, а 6. Так, ну и вот тут, в общем-то, я хотела бы сказать, что убавки у нас в убавочки в вырезе горловины будут у нас, знаете, где располагаться? Вот здесь, по лицевой глади. То есть вот вы дошли до середины, это кромочная пошла, вот эта изнаночная, так? И вам необходимо начать убавки. Убавки будут идти в лицевой части, вот здесь. Вот здесь. Вот мы связали с вами 12 ряд, да, и я вам хочу показать, как будем осуществлять переход. Во-первых, будем вязать косицу на меньших количествах петелек, да, и убавки у нас должны пойти. Убавлять мы здесь пока не будем в лицевой глади. То есть я вяжу 4 лицевые, но это в нашем образце. То есть лицевую гладь связали 2 изнаночные. Нам надо делать убавки в косе. Убавить 3 петли в косе, чтобы перейти на 6 петель, да? Предлагаю это сделать равномерно, прямо вот в нашей косе сразу, да? Смотрите, будем вязать с вами петельки. Смотрите, вяжем лицевая, 2 вместе лицевой, лицевая, 2 вместе лицевой, лицевая, 2 вместе лицевой. Убавили 3 петли, да? Здесь ничего не убавляем. Кромочная у нас идет вот это. Все, убавили, развернули наше вязание и вяжем изнаночную сторону. Изнаночный ряд сняли. Теперь это у нас кромочная. Вяжем, как смотрят петли здесь, все. Никаких убавок у нас больше нет. Мы уже все это совершили, что хотели, да? Так. Провязали. Возвращаемся к нашей косе. Лицевую гладь провязали, тоже никаких убавок нет. Изнаночные 2 петли провязали. Так, теперь в косе делаем сейчас с вами перекрещивание на 4 лицевых петлях направо. Вот таким образом я это делаю. Меняю 2 петли. У меня 2 петли за работой первые, следующие 2 перед работой, все 4 я провязываю
лицевыми. Дальше идут 2 лицевые и кромочная изнаночная. Провязали, да? Отлично. Разворачиваем вязание, вяжем неизменный изнаночный ряд. Отлично. Дальше. Снова следующий ряд вяжем. Лицевую гладь провязали. Пока ничего не убавляем в лицевой глади. В изнаночные 2 провязали. В косе возвращаемся. Так, в косе у нас с вами никаких изменений в этом ряду нет. Просто мы вяжем с вами 6 лицевых и кромочную изнаночную. Провязали. Разворачиваем. Следующий ряд вяжем, как смотрят петли. Я показываю, девочки, на примере. Если кто не понимает, что я делаю, показываю, как перейти от одного узора к другому и совершить вырез, начать делать убавки. В каком месте. Так. И вот сейчас у нас начнутся с вами убавки. И убавочки у нас будут вот таким образом. В лицевой части, смотрите, вяжем лицевую гладь, и 2 петли у нас с вами вот сюда пришли. Мы крайние 2 петли в лицевой глади, да, мы с вами будем вот так делать. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Все, вот, пошла убавка. Далее идут 2 изнаночные, и в косе идут переплетения. То есть провязываем 2 лицевые, следующие 4 петли перекрещиваем налево. Первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. То есть раппорт этой косы составляет, сейчас я вам скажу, провяжем 4 лицевые провязали косы перекрещенные, кромочную провязали изнаночной. Все, отлично. Так, и теперь я вам показала, как вязать косу, да. Сейчас я еще провяжу, значит, ряд косы нашей изнаночной, чтобы вам понять, что это был раппорт узора косы маленькой. Я его сейчас вам покажу на схеме, схематично. Он очень похож на ту косу, которую мы с вами вязали большую, но значительно проще. То есть, ну, по ширине и по высоте. Так, по линии горловины убавки будут идти только в лицевой глади. Вот наша коса и 2 изнаночные остаются неизменные. Идут единым вот таким блоком, полосой, да? Так, здесь убавки. Давайте посмотрим на нашу выкройку, как нам рассчитать скос вот этот по вырезу горловины. Так, у нас с вами высота нашего скоса 20 сантиметров. Плотность мы с вами определили. В 1 сантиметре 2,15. Вот мы с вами эту 20 сантиметров уже тут не будет 20 сантиметров, поскольку мы с вами уже провязали. Так, я, наверное, знаете, что сделаю? Сейчас пересниму петельки, а то мне неудобно вам показывать, да? Вам же непонятно, что тут происходит. Так, вот так. И смотрите, мои хорошие, у нас с вами были провязаны уже ряды, да, мы с вами провязали вместе ряды, когда мы сделали убавки вообще в косе, вот эти 3, помните, лицевые, да, вот, и, собственно говоря, сколько рядов мы провязали, сейчас я вам скажу. Так, вот смотрите, как выглядят мои расчеты. Значит, мы с вами вот эту величину, общая высота нашего выреза 20 сантиметров, умножим на нашу плотность по вертикали 2,15. Это будет 43 ряда, девочки, 43 ряда. Но мы с вами уже сделали значительные убавки, да, когда вот здесь
в косе убавки делали. Вот уже первую я вам показала, как я делала бы убавки. Можно убавку делать с наклоном влево, то есть 2 вместе лицевой с наклоном влево. Тоже так можно, в принципе. Так. Это уже как вам там захочется, вы можете сделать. Это не принципиально, ни на что не влияет. Главное убавку делать. А наша задача сейчас узнать, через какое расстояние нам делать равномерные убавочки. Для этого нам необходимо, значит, вот эти 43 ряда. Мы уже 8 рядов с вами провязали. Из 43 рядов я отниму уже провязанные 8 рядов, потому что мы там уже делали убавки значительные. Получится 35 рядов, мои хорошие. 35 рядов. Итак, нам всего необходимо узнать, какое количество петель, то есть на каком количестве рядов мы уже узнали. У нас будут эти убавки на 35 рядов. А теперь нам надо знать, сколько составит у нас вырез горловины. Вообще, в принципе. Для этого воспользуюсь горизонтальной плотностью. Смотрите, вот у нас 10,5, то есть, так, это будет 21 сантиметр в ширину, да? Мы умножаем с вами, ну, хотя это лишнее, хорошо, пусть 1,7 плотность по горизонтали. Получается, что это я сделала? Так, еще раз. Вырез горловины у нас с вами 10,5 умножить на 2, это 21 сантиметр, да? И мы с вами умножим на плотность 1,7 по горизонтали, получим 35, ну 36 получается петель. 36 петель. Так. Ну, мы, поскольку у нас будет идти и справа и слева убавки, то есть 18 петель, девочки, надо убавить. Всего 18 петель. Вот мы с вами уже на протяжении 8 рядов убавили 3 петли, да, и еще одну лицевую, да. То есть 4 петли мы уже с вами убавили. Мы их тоже исключаем. То есть будет не 18 петель будем убавлять, а 4 убавили, будем убавлять с вами 14 петель. Вот у нас наша задача на данный момент. Вот остановились здесь. И на наш, значит, на 35 рядов необходимо убавить 14 петель. Мы это посчитали. Я должна 35 поделить на 14 петель. У меня получается величина 2,5, 2,5. То есть через 2,5 ряда будут убавки. Ну, это нереально сделать, да? Как вы будете высчитывать 2,5 ряда? Я предлагаю такую схему. Значит, убавки делать, чередуя через 2 ряда, через 3 ряда, да? То есть вот таким образом можно достичь желаемого. То есть первый раз мы делаем через 2 ряда, то есть в каждом втором ряду, да? Следующая убавка идет уже через 3 ряда, то есть в каждом третьем ряду. Потом опять через 2 ряда, через 3 ряда, да? Вот так вот, условно говоря, можно достичь вот этих 2,5 рядов, да? Скомбинировать. И когда, девочки, вы сократите 14 петель, наконец-то, еще дополнительно, уже к сокращенным 4, необходимо будет сделать скос плеча. Можно его не делать, да, проигнорировать вот таким образом, здесь закончить, выкройку изменить. Я, в принципе, не сторонница этих всех скосов, потому что смысла, ну, не вижу в нашем жилете. Можно и просто вот такую прямое плечо сделать, да, и высота его, и вырез по спинке тоже не нужно делать, думаю. Надо изменить выкройку. Просто эта выкройка как бы стандартная. Мы можем с ней делать все, что захотим по своему желанию, да. То есть, смотрите, мои хорошие, вот на такой высоте мы с вами закончим, значит, наши убавки. И здесь у нас останутся плечи
значит, петли плеча. В итоге мы с вами, значит, избавимся от 18 петель на вырез горловины. И сейчас мы узнаем, сколько у нас должно остаться по плечу. Во-первых, значит, здесь мы с вами не узнали, сколько у нас будет составлять линия проймы убавок. 5,5 глубина проймы умножаем на плотность 1,7. Получаем 9 петель, должны будем у проймы убавить. 9 петель убавляем, девочки, у проймы. Так. И смотрите, делаем расчет. Всего 88 петель. Правильно? Правильно. 88. Отнимаем 36 петель горловины. И отнимаем 18 петель проймы. То есть это справа и слева, я считаю. Да? Итак, у нас остается 34 петли, которые мы должны поделить на 2. У нас же 2 плеча. Итак, у нас на плечо должно прийти 17 петель. Вот такими вычислениями можно было воспользоваться. А можно было просто наше плечо 10 сантиметров умножить на нашу плотность 1,7, да, и получить те же 17 петель. Просто два способа. Но вот этот, который первый был, он более контрольный. Да? Мы все проверили. Правильно ли мы в пройме убавки сделали, правильно ли мы в горловине убавки сделали. Все четко по выкройке у нас сейчас с вами получилось. Так, теперь что касается высоты изделия, то есть длины изделия. Здесь все зависит от вашего роста, мои хорошие. Вы эту выкройку обязательно подкорректируете. Далее, вот эта резинка, планка внизу, тоже 7 не обязательно. Можно 5 сделать. 7 высоко, но это на ваше желание. Да? И длина тоже на ваше желание изделия. Если у нас будет, девочки, с вами не 7, а 5 ширина, высота, значит, планки, то мы с вами на наш размер, нас интересует вот эта вот вещь, 27,5. Посчитаем сейчас, сколько это будет. Значит, смотрите, мои хорошие, будет вас следующий вопрос интересовать. На какой высоте необходимо начать делать вот этот вот наш переход замечательный, который я вам сейчас показала. Да? То есть начать переход к новому узору, к осе маленькой, да, и убавкам. На какой? Сейчас я вам скажу. То есть вот этот первый ряд, который мы с вами разделили на правую часть и левую часть, на какой он будет в высоте. 27,5 по выкройке мы умножим на плотность по высоте 2,15. Это будет 59 рядов, мои хорошие. Я пишу на высоте 59 рядов. Вы начнете вот эти все свои действия по, значит, переходу от узора, затем к вывязыванию выреза горловины. Так, вот таким же аналогичным образом вы поступите при расчете на свой размер. То есть, предположим, вам не нравится такая длина. Пожалуйста, ставьте здесь свою мерку, да, и также умножайте на вертикальную плотность и получайте количество рядов. Это легко, в принципе, я это объяснила, да. Так, и общая, как я не сказала, будет у нас длина, планка 5, 27,5 до выреза горловины. Ой, а сама 7 пишу. Ну ничего. Так, дальше у нас идет с вами 20 сантиметров сам вырез горловины. Получается вот такая вот небольшая величина. 50 получается 2,5. Ну, в принципе, коротенькая очень, на мой взгляд, эта величина. Обычно бывает около 55, да, но мы с вами тут, видите, что натворили? Мы с вами тут немножко убрали, видите, 2,5 сантиметра, как раз, которые нам не хватали до требуемой высоты. То есть, мои хорошие, в принципе, вот эту величину 20 сантиметров мы можем увеличить до 22.
Давайте так и сделаем. Это будет правильно, да? То есть здесь у нас будет не 20 высота выреза горловины, а 22,5. И то же самое сделаем перерасчет. Давайте. 22,5 умножить на вертикальную плотность 2,15. Это будет 48 рядов. Мы с вами уже 8 рядов, как я уже сказала, делаем вот таким образом, как мы с вами сейчас связали. То есть у нас остается 40 рядов. Мы будем на 40 рядах делать убавки 14 петель. 40 рядов я поделю на 14. У нас получается, ну вот смотрите, мои хорошие, здесь уже ближе к 3, то есть в каждом третьем ряду вы делаете убавку вот здесь, в лицевой глади. Вот так вот, мои хорошие. Это, в принципе, очень приемлемый вариант, да? Через 3 ряда уже. Это уже что-то поинтереснее становится, более доступно, что ли. Хотя, без разницы. Тут я вам тоже вариант предложила. Вот. Просто вырез будет чуть выше, больше. Скорее всего, это ближе к правде. Так. Ну, как бы вы там ни поступили, я вам принцип рассказала расчетов, да? И я надеюсь, что вы все это дело осмыслили и пересчитайте для себя любимых сами. Здесь нет никаких сложностей. Я желаю вам, мои хорошие, удачи, чтобы у вас все получилось.